Итак, сегодня поговорим о настоящей причине, по которой происходит аутофагия. Что такое аутофагия? Аутофагия — это такое состояние, при котором тело берет то, что ему больше не нужно, проводит утилизацию и изготавливает новенькие аминокислоты, используя их как топливо и как сырье для построения собственных тканей. Значительная часть тела построена из аминокислот, белков. Простыми словами, в этом вся суть. Зачем же мы создали эту систему? Причина всего одна — чтобы справляться с голодом. Голод воспринимается как угроза выживанию. Голод не дает нам существовать долго. Эта система создавалась тысячелетиями, и не только в нашем теле, но и в других организмах. Чтобы справляться с голодом, когда есть нечего, в качестве механизма выживания тело берет поврежденные белки, которые ему больше не нужны, и использует их как топливо, а также превращает их в сырье, чтобы не испытывать нехватки строительных материалов. Но это далеко не все прелести. Дело в том, что эти поврежденные белки очень ядовиты для тела. Они стоят за диабетом второго типа, болезнями Альцгеймера, Паркинсона. Поэтому для тела очень полезно избавляться от всего этого. Что еще можно добавить? Благодаря аутофагии погибают микробы и вирусы. Есть проблема. Вирус убить нельзя, однако это один из способов вывести некоторые микробы из тела. А что вообще такое поврежденные белки? Возьмем неправильно упакованный белок. Чтобы объяснить это, придется немного поговорить о ДНК. По сути, ДНК — это программа, чертеж, по которому синтезируются белки. Есть ДНК, она копируется и становится тем, что называется РНК. И эта РНК, то есть копия, выходит из хорошо защищенной крепости, называемой ядрышком, наружу, но все еще оставаясь внутри клетки, в фабрику белков. Она называется рибосомой. И те самые чертежи передаются на эту фабрику, чтобы синтезировать белки. И та выпускает такую цепочку из аминокислот в определенной последовательности. Затем она сворачивается, то есть соединяется определенным образом. Выглядит странно, но так белки и выглядят. И затем активируется. То есть свернутый или упакованный белок — это трехмерный активированный белок. И я говорю не только о волосах, ногтях, коже, но и о ферментах, помогающих пищеварению, о гормонах, белках, помогающих в удалении токсинов и много в чем еще. Так вот, когда белок сворачивается неправильно, то есть не так, как должен, он не выполняет свою функцию, но накапливается в теле. А еще он может превращаться в так называемые амилоидные бляшки. У диабетиков второго типа они в клетках, вырабатывающих инсулин, а в случае больных Альцгеймером — в головном мозге. Проблема с ними в том, что они там застревают и мешают органам функционировать. Понимаете? Оказывается, аутофагия помогает от них избавиться. Кстати, чтобы разложить эти белки, телу необходим цинк. Это один вид белка. Далее, окисленный белок. Соединение с кислородом может привести к нарушениям в структуре. Например, если железо подвергнуть воздействию кислорода, оно покрывается ржавчиной. Точно так же, представьте, будто кислород покрывает белки ржавчиной и повреждает их, и они перестают функционировать. Оказывается, тело способно их утилизировать. Еще бывают мутированные белки, например, из-за химикатов, радиации или чего-то в этом роде. И оказывается, что эти нефункционирующие белки тоже можно утилизировать. Еще есть гликированные белки. Если совместить сахар с белком, структура белка нарушается, он становится бесполезным, липким и закупоривает все подряд. Мой любимый пример — это ребрышки барбекю. Вы берете ребрышки, то есть мясо, поливаете сахарным соусом и жарите. Когда вы это едите, вы едите поврежденный белок, который для тела отнюдь не полезен. Это приводит к засорению. И в результате образуются конечные продукты повышенного гликирования. На эту тему у меня много роликов. Они способны накапливаться, создавать закупорки, могут даже проникнуть в хрусталик и вызвать катаракту.
Но оказывается, аутофагия вычищает также и это. Но вот что надо знать. Эта система аутофагии не работает по принципу «то есть, то нет». Тело занято аутофагией постоянно, но, может, не постоянно. Если у вас в теле много сахара, скорее всего, никакой аутофагии не происходит. Или если у вас какое-нибудь серьезное воспаление, вероятно, аутофагия тоже не происходит. У большинства людей в теле все же идет хоть какая-то утилизация отходов. Особенно, если вы на кето или заняты спортом. И уж точно, если вы голодаете. И чем дольше вы голодаете, тем больше пользы аутофагия может принести организму. Все зависит от того, насколько глубоко идет процесс аутофагии. Меня спрашивают, сколько времени надо голодать, чтобы началась аутофагия. Что ж, она уже идет. Но если голодать 18 часов, это уже довольно интенсивная аутофагия. 20 часов еще интенсивнее. То есть, чем дольше, тем интенсивнее. Но в какой-то момент наступит плато. В одних текстах пишут, что через сутки, в других, что больше, в-третьих, меньше. Точно неизвестно. Все дело в том, что в разных частях тела своя аутофагия. Например, есть такой тип аутофагии, при котором утилизируются митохондрии. Это энергостанции клеток. Совсем другая аутофагия в костях и в легких, и в печени. Она настолько разная, что рассчитать ее очень сложно. На вашем месте я бы сосредоточился на кето, спорте и голодании. Постарайтесь продержаться 18 часов или немного дольше. И еще. На эффективность аутофагии влияют занятия спортом и то, насколько вы в хорошей форме. Чем лучше ваша форма, тем интенсивнее аутофагия. Итак, польза аутофагии огромна. Она помогает против старения, а также с ее помощью тело избавляется от того, что для него очень вредно, того, что может вызывать дегенеративные заболевания и воспаление. То есть вы избавляетесь от всего этого и улучшаете состояние тканей. Здорово, правда? Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.